США и Иран шестую ночь подряд обмениваются ударами. США удалось уничтожить диспетчерскую вышку в иранском порту, а Иран впервые с начала войны нанес удар по Сирии. В Ормузском проливе вновь атакован гражданский танкер. У судна поврежден левый борт. После атаки оно продолжило движение. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года и незаконном доступе к базе данных 220 миллионов американских избирателей. В Пекине заявляют, им это не интересно. Правящая лейбористская партия Великобритании избрала нового лидера. Энди Бернем уже в понедельник сменит Кира Стармера на посту премьер-министра и станет уже 7-м главой британского правительства за последние 10 лет. Китай бросает вызов США в сфере искусственного интеллекта. А Дональд Трамп планирует зарабатывать на своих публикациях в Truth Social. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США шестую ночь подряд наносят удары по Ирану. По данным Центрального командования американских вооруженных сил, истребители, беспилотники и военные корабли нанесли высокоточные удары по десяткам иранских военных объектов. Под удар попали позиции ПВО, пункты прибрежного наблюдения, логистическая и морская инфраструктура. В Центком заявили, что по распоряжению Верховного главнокомандующего операция направлена на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана и привлечение Тегерана к ответственности за недавние атаки на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. Также США заявили об уничтожении диспетчерской башни порта Чебахар в Иране. Министр обороны Пит Хексет опубликовал снимок последствий удара, заявив, что от башни управления движением судов ничего не осталось. Башня в Чебахаре использовалась для контроля движения гражданских и военных судов в одном из крупнейших иранских портов на побережье Оманского залива. Сам порт имеет стратегическое значение. Через него проходит часть грузовых перевозок, а также обеспечивается выход Ирана в Индийский океан в обход Ормузского пролива. Иранские СМИ сообщают, что в провинции Хормазган разрушены 3 моста и железнодорожная станция в городе Бандар-Хамир. По данным государственных СМИ Ирана, погибли не менее 7 человек, еще 9 получили ранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция продолжится, если Тегеран не вернется к переговорам. По его словам, Вашингтон уже готовит варианты дальнейшего расширения военной кампании. Тегеран заявил об атаках на американские военные объекты в Сирии, Кувейте, Бахрейне, Катаре, Иордании и Ираке. В частности, иранские СМИ сообщили об ударе по базе Эрбиль в иракском Курдистане и заявили об уничтожении батареи Patriot. Независимого подтверждения этим заявлениям пока нет. Также Тегеран сообщил об уничтожении американской техники, включая пусковые установки «Хаймарс» и склады с ракетами «Атакамс». Катар, Кувейт, Бахрейн и Иордания сообщили о перехвате иранских ракет и беспилотников. В Катаре сообщили, что один ребенок получил ранение от осколков сбитой ракеты. В Иордании заявили о перехвате 3 иранских ракет, пострадавших нет. Одновременно Тегеран пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру всего Ближнего Востока, если США будут наносить удары по иранским электростанциям. Власти Ирана также призвали жителей сократить использование кондиционеров после повреждения линий электропередачи в районе Бендер-Аббаса в результате американских ударов. По данным иранских властей, в отдельных районах сохраняются перебои со светом. При этом температура воздуха на юге страны превышает 49 градусов по Цельсию. В Тегеране утверждают, что удары США напрямую затронули гражданскую инфраструктуру. Последнее преступление в Ахвазе и Иран-Шехре. Продолжение той же линии, которая была намечена после нападения на школу в Минабе. Цель – атаковать самых беззащитных и невинных людей, чтобы компенсировать свои поражения и унижения на поле боя. Покровители терроризма должны знать, любые посягательства на безопасность Ирана и атаки на его инфраструктуру означают билет в один конец – к уничтожению всей цепочки поставок энергоресурсов. Тем временем поддерживаемая Ираном группировка «Исламское сопротивление в Ираке» объявила награду в $10 миллионов за ликвидацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Тасним. В Тегеране также заявили, что возможными целями могут стать объекты, связанные с бизнесом Трампа в странах Персидского залива. Реакции Вашингтона пока нет. В Ормузском проливе вновь атаковали гражданский танкер. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, судно получило незначительные повреждения после попадания неизвестного снаряда в левый борт. Экипаж не пострадал, танкер продолжил путь в порт назначения. Инцидент произошел в 19 морских милях к востоку от Оманского Хасаба. Британские власти начали расследование и рекомендовали всем судам соблюдать повышенную осторожность при прохождении Ормузского пролива и сообщать о любой подозрительной активности. Тем временем американские военные показали, как досматривают танкеры в Ормузском проливе. Центральное командование США опубликовало видео, на котором спецназ высаживается с вертолета на борт судна в Эн-Яо в Оманском заливе.
По данным Вашингтона, проверка проводилась в рамках морской блокады Ирана. Независимо подтвердить место съемки невозможно, однако маршрут танкера совпадает с данными сервисов отслеживания судов. После срыва перемирия США усилили контроль за движением судов в регионе. Ормузский пролив остается главным маршрутом поставок нефти, поэтому любая эскалация здесь напрямую влияет на мировые цены на энергоносители. Так, на торгах в пятницу стоимость Brent поднялась более чем на доллар, до 85,28 доллара за баррель, а американская WTI до 79,98 доллара. Президент США Дональд Трамп выступил с 25-минутным обращением к нации. В начале речи он лишь кратко упомянул конфликт с Ираном, заявив, что Соединенные Штаты одерживают крупные победы. Мы осуществляем рекордные инвестиции в наши вооруженные силы, и у нас, с большим отрывом, самая сильная и могущественная армия в мире. Я создал ее во время своего первого срока, и, к сожалению, теперь мы вынуждены ее использовать. Мы победили в Венесуэле, которая теперь работает с нами, чтобы добывать миллионы и миллионы баррелей нефти. Точно так же мы одерживаем крупную победу в Иране, и вы увидите плоды этой работы очень-очень скоро. После Дональд Трамп перешел к внутренней политике и вопросам безопасности выборов. Главной темой обращения стали рассекреченные разведывательные материалы, которые, по словам Трампа, свидетельствуют о вмешательстве Китая в американские выборы. Президент заявил, что Пекин якобы получил доступ к данным около 220 миллионов американских избирателей и много лет собирал информацию о политической системе США. По его словам, эти документы раскрывают серьезные уязвимости американской избирательной инфраструктуры. Вы можете сами ознакомиться с этими документами на сайте Белого дома. Именно Белого дома. Зайдите и проверьте. Наша цель, когда мы раскрываем эту информацию, не подорвать доверие к выборам, а заслужить это доверие, выявив уязвимости и очень быстро устранив их. Именно это мы и делаем. Документы охватывают 5 основных проблемных областей. Во-первых, они показывают, что на протяжении нескольких лет, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществляла то, что, как считается, стало крупнейшей в истории компрометацией избирательных данных. В результате Китай незаконно получил 220 миллионов файлов с данными американских избирателей. Эта информация включает имена, адреса, номера телефонов, партийные предпочтения и другие конфиденциальные данные, необходимые для регистрации избирателей и других действий. А именно это и происходило. Эта утечка данных создает беспрецедентный кошмар для безопасности выборов. Разведывательные данные показывают даже, что Китай выделил подразделение по эксплуатации данных специально для этого нового проекта, что еще больше усугубляет это безобразие. Второй набор публикуемых нами документов показывает, что представители глубинного государства — очень известная группа людей. Во многих случаях, работавших в наших разведывательных ведомствах, активно подавляли и преуменьшали информацию о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы. Они скрывали ее и от президента, и от американского народа так, как никто не считал возможным. Американские разведывательные ведомства начали узнавать о компрометации файлов регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов избирателей. Только подумайте. Данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или взломаны Китаем. Однако те, кто должен был бить тревогу, вместо этого сохранили эту информацию в тайне и спрятали ее. Они не сообщили об этом ни мне как президенту, ни кому-либо еще. И, насколько нам известно, они не проинформировали Конгресс. На самом деле они только и повторяли, что это были самые безопасные выборы в истории нашей страны. Стандартная заученная фраза, которую раздавали всем подряд. Сокрытие этой колоссальной бреши в системе безопасности выглядит еще тревожнее на фоне дополнительной информации, показывающей, что Китай предпринимал и другие связанные с выборами действия, чтобы подорвать мою первую администрацию и нашу кампанию 2020 года. Они этого не хотели. Они просто этого не хотели. Они изо всех сил боролись против того, чтобы Дональд Трамп победил. И на то были веские причины. Как показывают публикуемые нами документы, в отчете ЦРУ прямо говорилось, цитирую,
В середине 2018 года политика Коммунистической партии Китая заключалась в том, чтобы задействовать все внутренние и внешние силы, выступавшие против президента США, с целью сократить число голосов, поданных за президента США, заставить его уйти в отставку или воспрепятствовать его переизбранию. Разве не замечательно? Также в середине 2018 года Китай работал над тем, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а позднее на результаты самих президентских выборов 2020 года. Кроме того, в середине 2019 года стратегия китайского правительства в отношении Соединенных Штатов была сосредоточена на подрыве доверия внутри страны к президенту США. Они хотели представить все так, будто ваш президент не так уж хорош, хотя на самом деле ваш президент проделал отличную работу, и они делали все возможное именно для этого. Далее в этом документе говорится, и это документ ЦРУ. Стратегия включала попытки использовать контакты Китая с крупными американскими компаниями, чтобы повлиять на руководителей американского бизнеса и настроить их против президента Соединенных Штатов Америки. Китайское правительство стремилось выявить американских журналистов, негативно писавших о президенте США, и заплатить им крупные суммы денег, чтобы они написали о нем еще больше негативных статей. Столько, сколько смогут. И им было все равно, что именно они пишут. Китайское правительство хотело, чтобы президент США проиграл следующие выборы. А они хотели, чтобы я проиграл, потому что знали, я их раскусил. Я обложил их пошлинами на миллиарды и миллиарды долларов и создал самую сильную армию в мире. У нас самая сильная армия в мире. Это точные цитаты из отчета ЦРУ. Это должно объединять нас, а не разделять. Это должно стать общим делом. Мы должны быть едины, а не разделены. В свете совершенно новой и неопровержимой информации, которую я раскрыл сегодня вечером, моя администрация сейчас уведомляет Штаты, избирательные данные которых были скомпрометированы Китайской Народной Республикой и многими другими. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы минимизировать любой ущерб, и принимаем быстрые меры для более надежной защиты конфиденциальных данных избирателей, чтобы нас никогда нельзя было купить, никогда нельзя было взломать, и чтобы мы никогда больше не увидели украденных выборов. Трамп также призвал Конгресс поддержать законопроект Safe America Act, который предусматривает обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией при голосовании и подтверждение гражданства при регистрации. Китай отверг обвинения Дональда Трампа во вмешательстве в американские выборы. В МИД КНР заявили, что Пекин никогда не вмешивался и не заинтересован вмешиваться во внутренние политические процессы США. В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали эти обвинения безосновательными и призвали Вашингтон не использовать Китай как тему внутренней политики и избирательных кампаний. Обвинения Соединенных Штатов не имеют под собой фактических оснований и направлены на дискредитацию Китая. Они уже неоднократно были признаны необоснованными. Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Мы не заинтересованы во вмешательстве в выборы в США и никогда этого не делали. Напротив, международному сообществу хорошо известно, кто на протяжении длительного времени вмешивался во внутренние дела других стран, вел неизбирательную слежку за государственными структурами, компаниями и гражданами по всему миру, а также осуществлял масштабные кражи данных граждан других государств. Мы призываем Соединенные Штаты задуматься над собственными действиями, прекратить необоснованную дискредитацию Китая, перестать использовать китайскую тему в своей предвыборной кампании и сделать больше шагов, способствующих развитию китайско-американских отношений. Во время обращения к нации президент США Дональд Трамп помимо Китая заявил, что уязвимости американской избирательной системы могли использовать также Россия, Иран и Северная Корея. В Москве эти обвинения отвергли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследования, которые ранее проводили американские спецслужбы, прокуратура и парламентские комиссии, не нашли доказательств российского вмешательства в выборы. По его словам, Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и ожидает такого же отношения к себе. Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов.
Вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела. Американская нефтяная компания «Шеврон» подпишет с правительством Ирака меморандумы о сотрудничестве по разработке нефтяных месторождений «Западная Курна-2» и «Насирия». Одновременно стороны продолжают обсуждать строительство новых маршрутов экспорта нефти в обход Ормузского пролива. В Багдаде рассчитывают, что соглашения помогут увеличить добычу и снизить зависимость от маршрута через Ормуз, безопасность которого остается под угрозой из-за конфликта между Ираном, США и Израилем. Сейчас месторождение «Западная Курна-2» добывает около 460 тысяч баррелей нефти в сутки. Правящая лейбористская партия Великобритании избрала новым лидером Энди Бернема. В понедельник он официально сменит Кира Стармера на посту премьер-министра страны и станет уже 7-м главой британского правительства за последние 10 лет. Бернем получил поддержку большинства депутатов-лейбористов и пообещал вернуть людям надежду, сократить разрыв между Лондоном и регионами, а также остановить рост популярности правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, которая уже несколько месяцев лидирует в социологических опросах. В своей первой речи после избрания Бернем поблагодарил Кира Стармера за работу, отметив сокращение очередей в Национальной службе здравоохранения и восстановление международного авторитета Великобритании. При этом новый лидер заявил, что намерен провести крупнейшее перераспределение полномочий в пользу регионов и вернуть доверие избирателей к лейбористской партии. Я готов. Готов возглавить партию и продолжить дело, фундамент для которого больше, чем кто-либо другой, заложил один человек. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от самого тяжелого поражения до одной из самых убедительных побед в нашей истории. Кир вернул лейбористской партии возможность менять жизнь людей. И именно этим мы занимались последние 2 года. Мы едины, и силу этого единства направим на помощь людям и регионам, которые слишком долго ждали, когда политика снова даст им надежду. Именно это мы и собираемся сделать. Мы вернем людям надежду. Именно в таком духе я и буду руководить партией. Я не собираюсь отстранять или наказывать членов партии за принципиальные взгляды, которые могут отличаться от моих. Единство строится на уважении ко всему многообразию мнений. Я еще не принял решение о составе руководящей команды, но сделаю это в ближайшее время. Когда она будет сформирована, вы увидите, что в ней представлены все части нашей партии, все сообщества. И каждый сможет увидеть в ней свое место. Более сильная и более сплоченная лейбористская партия ради более сильной и более единой Великобритании. Не сомневайтесь, я буду лидером лейбористской партии, который поддерживает бизнес так же, как поддерживал его, будучи мэром Большого Манчестера. Мы меняем города и регионы вместе с бизнесом. Именно так мы работали в Манчестере, и этот подход мы распространим на всю страну. Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон провели совместное заседание правительств Германии и Франции, а также Совета по обороне и безопасности. Встречи прошли на авиабазе Нёрвених и в замке Аугустусбург под Кёльном. Именно там 65 лет назад был подписан Елисейский договор о сотрудничестве 2 стран. Главными темами переговоров стали безопасность Европы, развитие противоракетной обороны, ядерное сдерживание, дальнобойные вооружения, космические программы, а также экономика и энергетика. Переговоры проходят на фоне кризиса в европейской оборонной промышленности. Париж и Берлин недавно отказались от совместной программы создания перспективного истребителя ФКАС, а также столкнулись с задержками в проектах нового танка и европейского беспилотника. Все это происходит в условиях, когда США требуют от европейских союзников ускорить перевооружение. Глава европейской дипломатии Кая Каллас посетила Джибути, небольшое государство в Восточной Африке на побережье Красного моря, через которое проходит один из ключевых мировых морских торговых маршрутов. Там она поднялась на борт испанского фрегата ESP Numancia, участвующего в миссии Евросоюза по защите судоходства в Красном море. Также Кая Каллас встретилась с министром иностранных дел Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром. Стороны подписали соглашение о статусе европейских сил, которое позволит укрепить безопасность морских маршрутов. По словам Каллас, ситуация в регионе стремительно ухудшается.
Атаки Ирана в Ормузском проливе и удары йеменских хуситов по судам и территории Саудовской Аравии создают угрозу двум важнейшим мировым торговым артериям – Ормузскому проливу и Баб-эль-Мандебскому проливу, через который проходит путь из Красного моря в Индийский океан. Именно через эти маршруты проходит значительная часть мировых поставок нефти и грузов. Во всем регионе ситуация с безопасностью на море становится все более напряженной. Повторяющиеся атаки Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, подрывают действие Временного соглашения с Соединенными Штатами. Одновременно вновь ухудшается обстановка в Красном море. Угроза для международного судоходства со стороны хуситов сохраняется. Недавние ракетные удары хуситов по территории Саудовской Аравии, нарушившие 4-летнее перемирие, стали предупреждением о том, что нестабильность на суше очень быстро превращается в угрозу безопасности на море. Компания Trump Media and Technology Group решила заработать на публикациях Дональда Трампа. Она запускает платный сервис Truth API, который позволит банкам и биржевым трейдерам получать посты президента США в социальной сети Truth Social быстрее, чем обычные пользователи. В компании уверяют, новый сервис обеспечит самый быстрый доступ к сообщениям 10 самых влиятельных аккаунтов платформы, включая самого Трампа, а также его сыновей и ближайших соратников. Интерес финансистов объясним. Публикации американского президента нередко мгновенно влияют на мировые рынки, курсы акций и стоимость сырья. Теперь за возможность узнать о них на несколько секунд раньше придется платить. Для Trump Media это станет первым крупным проектом по продаже данных и новым источником дохода. Силы беспилотных систем Украины продолжают охоту на российский теневой флот. За сутки украинские дроны поразили еще 12 судов в Черном море. Об этом сообщил командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяр». По его словам, под удар попали 9 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир. С начала операции «Молочка», которая продолжается с 6 июля, уже поражены 159 российских судов, 117 в Азовском море и 42 в Черном. Как отметил Бровди, задача операции – парализовать морскую логистику России, которая используется для перевозки нефти, топлива и других грузов в обход международных санкций. При этом удары наносятся так, чтобы вывести суда из строя, но не допустить разлива нефтепродуктов. Тем временем летний сезон в оккупированном Крыму оказался под угрозой. Из-за регулярных атак украинских беспилотников, перебоев с электроэнергией и дефицита топлива туристов на полуострове стало значительно меньше. Владельцы гостиниц и туристического бизнеса говорят, что поток отдыхающих сократился в разы. Некоторые отели сейчас заполнены лишь частично, а экскурсионные компании были вынуждены сократить количество рейсов. Те, кто все же приехал на отдых, признаются, добраться до Крыма стало сложнее. Многие выбирают поезд, а автомобилисты везут с собой запас топлива. Кроме того, на полуострове регулярно происходят отключения света, поэтому гостиницы устанавливают генераторы и резервные емкости для воды. По данным Российской ассоциации туроператоров, к концу июня в Крыму отменили около 1 миллиона туристических поездок. Ущерб отрасли оценивают более чем в 20 миллиардов рублей. Китай предложил миру собственные правила развития искусственного интеллекта. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин призвал сделать технологии более открытыми и доступными, противопоставив китайский подход американской модели. Си заявил, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека, а также объявил о масштабной программе поддержки развивающихся стран. В ближайшие 5 лет Китай подготовит 5000 специалистов в сфере ИИ и создаст международные центры сотрудничества с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, БРИКС и ШОС. Таким образом, Пекин фактически заявил о претензии на лидерство в формировании мировых правил развития искусственного интеллекта и усилил технологическое соперничество с Соединенными Штатами. Необходимо создать законы и нормативные механизмы, системы технологического контроля, раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы усилить меры безопасности и предотвратить злоупотребление и злонамеренное использование искусственного интеллекта. Мы должны обеспечить, чтобы искусственный интеллект всегда оставался под контролем человека. Мы должны развивать широкое международное сотрудничество и помогать странам глобального юга укреплять свой потенциал, чтобы сократить цифровой и технологический разрыв. Необходимо содействовать устойчивому развитию и не допустить появления новой исторической несправедливости в сфере искусственного интеллекта. Я объявляю, что в течение следующих 5 лет Китай предоставит развивающимся странам 5000 мест в программах обучения и семинарах по искусственному интеллекту.